Привет, ребята! Возможно ли, что один взгляд, один маленький шаг на сцене мира моды способен эмоционально потрясти миллионы людей по всему миру? Этот вопрос теперь не дает покоя фанатам BTS после того, как Ким Тэхён, более известный как Ви, появился в самый эмоциональный момент года на Vogue World. Никто не ожидал, что за камерами, международным вниманием и от кутюр, которую он носил с достоинством, скрывалось некое послание, вызвавшее необычайную реакцию у Чонгука. Реакцию, которая не только лишила фанатов дара речи, но и заставила их плакать. Что на самом деле произошло в тот момент? Почему Тэхён выглядел так иначе в тот вечер? И что заставило Чонгука не сдержать своих эмоций, когда видео попало на экран? Все началось, когда Vogue World с размахом прошел в Париже, где миры моды, искусства и самовыражения встретились на ослепительной международной сцене. Собрались громкие имена из разных уголков мира – модели, актеры, певцы, ведущие дизайнеры. И среди них выделялся Ким Тэхён с аурой, которую сложно объяснить словами. Он появился не просто как приглашенная звезда, а как символ чего-то большего, воплощение красоты, потери и мужества показать хрупкую сторону за фасадом славы. Однако по-настоящему незабываемым тот вечер сделала не только наряд, который он надел, и не его элегантная походка по подиуму, а кое-что случившееся сразу после окончания шоу. Короткий момент, который стал вирусным и обсуждался во всем мире. Камера запечатляла внезапно изменившееся выражение лица Тэхёна. Его привычная теплая профессиональная улыбка перед публикой медленно исчезла. Его лицо застыло в тишине. Казалось, глаза его дрожали, будто он сдерживал что-то, чего не мог произнести. Эмоциональный всплеск, который затем передалось миллионам сердец, смотревших прямую трансляцию Чонгука на платформе Weverse. На следующий день после мероприятия Чонгука видели пересматривающим кадры Тэхёна на Vogue World. Сначала он немного улыбался, возможно, испытывая гордость, видя своего товарища по оружию таким элегантным на мировой арене. Однако, когда появился эмоциональный эпизод, улыбка Чонгука исчезла. Он молча смотрел на экран, пока, наконец, тихим голосом не сказал: «Я знаю это выражение, я знаю, почему он такой». Простое предложение, но достаточное, чтобы вызвать истерию среди фанатов. Что на самом деле знает Чонгук и что означало выражение, которое продемонстрировал Тэхён в ту ночь? Некоторые аналитики корейской поп-культуры предположили, что выражение Тэхёна на мероприятии могло быть символической формой его чувств по поводу текущего переходного периода BTS, времени, когда участники идут по индивидуальным путям после десятилетия совместной работы. Тэхён, известный своей интроспективной и артистичной натурой, возможно, выражал свои эмоции через это выступление. В мире моды маленькие жесты часто значат многое, и каждое движение Тэхёна несло эмоциональный вес. Тем временем фанаты по всему миру начали строить теории. Некоторые говорили, что этот момент был формой тонкого прощания Тэхёна с миром развлечений на некоторое время. Другие подозревали, что это символ его тоски по коллегам, особенно по Чонгуку. Эти двое, известные с начала своей карьеры эмоциональной близостью, редко виделись последние месяцы из-за своих индивидуальных графиков. Для армии Тэхёнов выражение в тот вечер казалось молчаливым посланием, которое мог понять только тот, кто действительно его знал, и, возможно, этим человеком был сам Чонгук. Интересно, что через несколько дней после инцидента Vogue выпустил эксклюзивную статью под названием «Ви Beyond the Runway» – «Ви за пределами подиума», где упоминалось, что Тэхён добавил свой личный штрих в конце шоу, не следуя заданному сценарию. В коротком интервью Vogue он сказал: «Иногда искусству не нужны слова». Глубокое чувство, простое предложение, но в сочетании с эмоциональным моментом на сцене оно ощущается очень весомым. Как будто он хотел передать что-то, что не мог сказать напрямую, что-то, что могло быть раскрыто только через выражение лица, взгляды и молчаливые паузы среди ярких прожекторов. Реакция Чонгука лишь усилила общественные спекуляции. После того, как прямой эфир стал вирусным, Чонгук загрузил историю в Инстаграм, просто фотографию ночного неба с короткой подписью: «Некоторые вещи не нужно объяснять, их просто нужно чувствовать». Армии тут же связали этот пост с моментом на Vogue World. «Это для Тэхёна?» – спрашивали тысячи комментариев, но Чонгук, как обычно, не ответил. Он удалил пост через час, оставив больше загадок, чем ответов. Культурные психологи, опрошенные корейскими медиа, пришли к выводу, что очевидная эмоциональная связь между двумя участниками BTS отражает глубокую связь, сформированную их долгим путем в группе, столкнувшейся с огромным общественным давлением. Такую близость нелегко объяснить логически. Они уже проходят фазу, когда вербального языка недостаточно. Иногда им просто нужно понимать друг друга по взгляду, говорит доктор Хан Су Джине из университета Йонсе. Но реакция пошла не только от фанатов. Некоторые коллеги-артисты и фотографы, присутствующие на мероприятии, также поделились своими впечатлениями. Старший французский модный фотограф Лоран Дюбуа сказал «Лю Монду»: «Я фотографировал много знаменитостей, но выражение Тэхёна в ту ночь было очень честным. Не показное выражение для камеры, оно исходило из глубокого места». Видно было, что он боролся с чем-то, будь то тоска, потеря или саморефлексия. Тем временем Vogue через свой официальный аккаунт даже успел репостнуть отрывок видео Тэхёна с подписью «Когда эмоции становятся модой».
Пост набрал миллионы лайков всего за несколько часов, сделав Тэхёна единственной приглашенной звездой из Азии, которой удалось получить столько внимания на Vogue World в этом году. Появились и комментарии дизайнеров со всего мира, признавая смелость Тэхёна показать эмоциональную сторону в мире моды, который часто считается холодным и безличным. Но с другой стороны, есть и те, кто видит в этом моменте еще один признак того, что Тэхён эмоционально страдает за своим успехом. В интервью за несколько недель до шоу Vogue World Тэхёнок признался, что время, проведенное в работе одиночку, заставило его много думать о направлении своей жизни и карьеры. «Я пытаюсь заново изобрести себя. Быть частью BTS придает мне сил, но когда я один, я больше склонен смотреть внутрь себя». Это предложение теперь кажется частью пазла, которая нашла свое место. Фанаты начинают понимать, что, возможно, то, что они увидели на сцене Vogue, это не просто акт искусства, а реальное отражение поиска идентичности Кима Тэхёна, которому приходится балансировать между общественными ожиданиями и собственным внутренним голосом. Еще трогательнее, что через несколько дней после Vogue World фанат поделился старым видео с концерта BTS 2019 года, на котором видно, что Тэхён обнимает Чонгука на сцене после выступления с песней «The Truth Untold». В видео Чонгук шепчет Тэхёну на ухо, и хотя это не ясно, многие считают, что он говорит «не держи все в себе». Видео стало вирусным вместе с моментом на Vogue World, создав эмоциональный нарратив, который довел армию по всему миру до слез. Начали появляться разные артикулы, подчеркивая, как отношения между Чонгуком и Тэхёном стали символом настоящего братства в очень холодной и конкурентной индустрии развлечений. Они не просто коллеги, а две души, которые одинаково понимают одиночество и давление. И та ночь на Vogue World была как напоминание о том, что за всем гламуром и достижениями стоит человеческая сторона, которая все еще ищет несмысл. В недавнем интервью GQ Korea Чонгук наконец-то затронул этот инцидент, хотя и не упомянул Тэхёна на ухо. «Иногда не нужно говорить, чтобы мы поняли. Есть чувства, которые нельзя передать через тексты или мелодию, но когда ты видишь кого-то, ты знаешь, что он борется». Его содержательное заявление заставило многих поверить, что он имел в виду тот момент на Vogue World. Сейчас, спустя месяц после инцидента, эмоциональный момент Тэхёна на Vogue World все еще является горячей темой. Каждая часть его видео пересматривается фанатами и медиа, каждое слово, сказанное Чонгуком, становится предметом интерпретации. Но среди всего этого одно кажется ясным. Мир видит новую сторону двух мировых икон. Сторону, которая не прячется за популярностью, а дает смело демонстрировать человеческую уязвимость. Станет ли это началом новой главы в их пути? Или это признак чего-то большего, что готовится ими обоими? Хайп сам не дал никаких комментариев по этому поводу, но молчание агентства лишь усилило общественную спекуляцию о том, что за выступлениями на модной сцене скрывается что-то более глубокое. И среди всех этих теорий и интерпретаций остается один неразрешенный вопрос. Что именно сделало Тэхёна таким эмоциональным в ту ночь? И почему только Чонгук кажется способным по-настоящему его понять? Возможно, ответ придет только со временем. Но одно можно сказать точно. Этот момент создал новую главу в пути BTS, показывая, что даже в блестящем мире развлечений эмоциональная честность все еще обладает наибольшей силой, чтобы тронуть сердца людей. Но прежде чем говорить о реакции мира, вернемся на сцену, где все началось. Париж, город, называемый сердцем мировой эмоций и моды, стал свидетелем чего-то необычного в ту ночь. Когда Тэхён вышел в специально сшитом наряде из эксклюзивной коллекции Louis Vuitton, настроение в зале мгновенно изменилось. Не было криков, обычных взрывных аплодисментов, только тишина, наполненная восхищением. Все глаза были прикованы к одной фигуре. Не из-за того, что она была красивой или популярной, а из-за того, как он смотрел на мир в ту ночь. Как будто, находясь в лучах прожектора, он говорил с кем-то или с чем-то, невидимым ни для кого, кроме него самого. Один из модных журналистов из The Guardian написал интересное описание после мероприятия. Она писала: «Тэхён не шел по подиуму, он словно плыл. В его глазах было что-то не грусть, а искренность, которую редко встретишь у знаменитостей такого уровня». Цитата затем стала вирусной среди фанатов, как бы подтверждая, что тот вечер был не просто показом мод. Это была сцена для молчаливого признания, невысказанной, но ощутимой истории. В тот вечер, после окончания шоу, приглашенные гости покидали арену с чувствами, которые не могли полностью объяснить. Но видео, где Тэхён смотрит в потолок, затем на мгновение закрывает глаза, прежде чем глубоко вздохнуть, стало мировым символом искусства – говорить через молчание. Не нужны слова. Мир знает, что что-то происходит, будь то рана, размышление или тоска, которую невозможно передать напрямую. Одна из теорий, набирающих популярность среди фанатов, заключается в том, что этот момент связан с эмоциональным расставанием между участниками BTS
которые сейчас идут своими индивидуальными путями. Хотя они всегда настаивали, что BTS не распадаются, публика чувствует, как увеличивается расстояние. И многим Тэхьон казался отражением этого чувства потери. Один пользователь написал: «Когда Тэхьон смотрит вверх, я чувствую, что он говорит с прошлым, с версией себя, которая раньше беззаботно улыбалась, паясь Чунгуком на сцене BTS. Но в ту ночь он выглядел как человек, хранящий слишком много воспоминаний». Комментарий набрал более 600 тысяч лайков и тысячи эмоциональных ответов. Но загадка углубилась, когда через несколько часов один из сотрудников Vogue загрузил закулисное фото. На фотографии Тэхьон сидит в одиночестве, за сценой, держа чашку кофе и глядя на только что погасшие прожекторы. Ни улыбок, ни камер, только он и тишина. Подпись гласила: «Некоторые истории рассказываются через молчание». Когда видео Vogue дошло до Чунгука, публика не ожидала, что его реакция будет такой сильной. Чунгук, известный своей расслабленной и жизнерадостной личностью, внезапно стал спокойным и задумчивым, просматривая кадры. В его прямом эфире фанаты могли видеть, как его глаза медленно краснеют. Он долго молчал, прежде чем, наконец, медленно произнести: «Он выглядел как я в то время». Это предложение вызвало тысячи новых спекуляций. В то время, когда именно Чунгук имел в виду? Трудные времена, которые они пережили вместе? Или, может быть, личный момент, о котором знают только они вдвоем? Фанаты, знакомые с их долгой историей близости, тут же связали это с 2018 годом, временем, когда Чунгук переживал психическое истощение посреди мирового турне, и Тэхьон был первым, кто это заметил. В документальном фильме Break the Silence есть сцена, где Тэхьон спокойно обнимает Чунгука за кулисами, говоря: «Ты не всегда должен быть сильным перед всеми». С того момента многие поверили, что отношения этих двоих больше, чем обычная дружба. Это была связь душ, сформированная общей борьбой. Поэтому, когда Чунгук сказал, что выражение Тэхьона было похоже на него тогда, публика знала, что он говорит не просто так. Он узнавал ту же рану на лице человека, который раньше исцелял его рану. Этот момент не только взорвал ленты фанатов, но и привлек внимание мировых СМИ. Rolling Stone написала статью под заголовком «Тихий крик Ким Тэхьона», описывая, что выражение Тэхьона на ту ночь отразило искусство искренности, которое превосходит коммерциализацию кей-поп. Они пишут: «В мире, полном контроля и хореографии, Тэхьон показывает, что эмоциональная честность может быть более пронзительной, чем идеальная хореография». Тем временем The New York Times осветила психологическую сторону этого феномена. Они писали: «Реакции Чунгука на эмоциональный момент Тэхьона показывает, что даже в мире мировых знаменитостей узы человечности остаются в основе того, что нас связывает». Vogue выпустила официальное заявление на своем сайте, назвав момент Тэхьона не партией сценария, а скорее незапланированной личной спонтанностью. Заявление укрепило убеждение, что выражение исходило из искреннего места, а не было актерской игрой. Для Тэхьона искусство всегда было местом бегства и самораскрытия. Во многих интервью он часто упоминает, что ему удобнее говорить через образы, нежели слова. И вечер на Vogue World стал самым ярким примером этой философии. Всего одним вздохом и взглядом он сумел выразить то, что не смогли бы передать и тысячи слов. Профессор визуальной культуры из Сеульского национального университета доктор Ким Ин Хи сказала, что выражение Тэхьона на ту ночь переопределило отношения между эмоциями и публичным представлением в корейской поп-культуре. Она объяснила: Тэхьон отказывается скрывать свое эмоциональное истощение за профессиональной улыбкой. В корейском социальном контексте, требующем перфекционства публичного имиджа, его действия являются формой художественной смелости. И эта смелость, очевидно, была заразительна для Чунгука. Через несколько дней Чунгук опубликовал короткое видео в Инстаграме, где он в студию что-то пишет в блокноте на фоне тихой фортепианной музыки. В конце видео появляется рукописная наметка: «Чувствовать это не слабость». Предложение стало вирусным, и многие считают, что это была тонкая форма поддержки Тэхьона. Армия, известная своей невероятной преданностью, превратила этот момент в точку коллективного размышления. Тысячи международных фан-баз провели стриминговые партии не для новых песен или видео, а для того, чтобы пересмотреть моменты Тэхьона на Vogue World и реакцию Чунгука. Они назвали это моментом истины. В Твиттере, ТикТок и YouTube появились тысячи аналитических видеороликов. Некоторые анализируют язык тела Тэхьона. Некоторые пытаются прочитать значение каждого движения, а некоторые даже делают параллельные видео, сравнивая выражения Тэхьона и Чунгука из предыдущих лет. Удивительно, потому что без единого слова эти двое сумели заставить весь мир обсуждать значение истинных эмоций. Один вирусный комментарий в X гласил: «Тэхьон научил нас, что это нормально – выглядеть хрупким посреди прожектора. Чунгук учит нас, что понимание человека не требует слов». Это предложение затем было распространено тысячами фанатов как форма эмоциональной солидарности. Многие из них заявили, что вдохновились быть более честными в отношении своих собственных чувств после того, как увидели этот момент. Интересно, что после шоу Vogue World один фанат заявил, что видел Тэхьона и Чунгука в небольшом кафе в районе Море в Париже. Не было камер, ни персонала, просто двое мужчин в простой одежде тихо разговаривали и посмеивались. Хотя официального подтверждения пока нет, эта новость достаточно, чтобы снова разжечь огонь тепла в сердцах фанатов.
Они верят, что за всей тайной, за всеми спекуляциями и вниманием СМИ эти двое по-прежнему поддерживают друг друга, так как понимают только они сами. Один фанат написал: «Возможно, мир никогда не узнает, о чем они на самом деле говорили ту ночь. Но может быть это и не нужно, потому что некоторые отношения не нужно подвергать сомнению, достаточно просто чувствовать». После шоу Vogue World различные известные дома моды начали возвышать эмоциональный момент Тэхьона как символ переопределения мужественности. Журнал GQ Франция написал: «Тэхьон показывает, что быть мужчиной не означает подавлять эмоции. Это разрушает границы между силой и сенситивностью». Некоторые дизайнеры даже назвали появление Тэхьона новой иконой искренности в мире моды. Итальянский дизайнер Матео Ральди говорит: «Мода всегда была о том, чтобы что-то скрывать, но Тэхьон превращает ее в раскрытие. Это настоящее искусство». Теперь, когда прожекторы камер погасли и трендовые хэштеги сменились, этот момент все еще живет в сердцах многих людей. Не было официального заявления от Тэхьона или Чунгука, никаких разъяснений, никаких оправданий, но именно в этом и заключается сила. Они не пытаются объясняться, потому что некоторые вещи сильнее, когда им позволяют говорить через чувства, которые выделяются в быстротечном совершенном мире развлечений. Такая честность — редкая аномалия. Тэхьон не кричал о горе, но мир его услышал. Чунгук не писал длинного месседжа, но одно его предложение потрясло миллионы сердец. Они показывают, что эмоции, если их передать искренне, могут превзойти язык, страну, даже культуру. И может быть в этом и есть магия. Тэхьон и Чунгук — два имени, когда-то известные своими вокальными гармониями и танцами на сцене, теперь известны чем-то более человечным — честностью. Честностью, которая трогает без слов, потрясает без криков и исцеляет без обещаний. Был ли этот момент на Vogue World запланирован? Никто не знает наверняка. Действительно ли реакция Чунгука была направлена на Тэхьона? Только они вдвоем знают. Но мир согласился в одном: в туннеле произошло что-то настоящее. Среди мира развлечений, полного фальши и доволувок, эти две фигуры дают нам простое напоминание о том, что быть человеком означает осмеливаться чувствовать, что это нормально выглядеть хрупким посреди прожектора, что даже в мире, требующем посекстанства, честности все еще есть место. И может быть, среди всех неразгаданных тайн, самое прекрасное это, что иногда одного взгляда от того, кто понимает нас больше, чем кто-либо другой, достаточно, чтобы мир на мгновение остановился и заплакал.